Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я предлагаю вам все мои рецепты десертов к чаю в одном видео. Надеюсь, вам понравится мой сборник десертов. Приятного вам просмотра! Первый рецепт – медовый торт. На среднем огне растопите сливочное масло. Затем добавьте сахар и мед. Хорошо перемешайте. Снимайте с огня. Добавьте в тесто яйца и погашенную уксусом соду. Снова хорошо перемешайте. Всыпьте муку и смешайте тесто. Далее следует испечь коржи. Вы можете использовать круглую силиконовую форму или пергамент с нарисованным кругом. Выкладывайте тесто ложкой. Выпекайте каждый корж примерно 10-12 минут при температуре 180 градусов. Готовые коржи остужаем по отдельности. Вареную сгущенку взбейте со сметаной. Этим кремом смажьте коржи и обмажьте готовый торт. Измельчаем в блендере 1 корж. Украшаем по своему вкусу. Готовый торт убираем в холодильник на несколько часов. Остались крошки? Не беда. В сметану добавьте сгущенку. Смешайте крем и крошку до однородной массы. Слепите шарики к чаю. Вот и все. Вкусный, нежный, мягкий медовый торт готов. Приятного вам чаепития! Трубочки с белковым кремом. Раскатаем тесто. Нарезаем полоски. Конусы обернуть тестом. Край защипнуть. Взбейте одно яйцо и смажьте поверхность всех заготовок и отправляем в духовку выпекать до румяности. Остудить. Готовим крем. Белки взбиваем до пиков. Добавляем сахар и дальше взбиваем на большой скорости 10 минут. Трубочки наполняем кремом при помощи кондитерского мешка, либо можно ложкой. По желанию посыпать их сахарной пудрой. Двойные печеньки. Не знаете, что приготовить из желтков? Тогда вот вам рецепт. Нам понадобится 8 желтков. Взбиваем желтки с сахаром 5 минут. Добавляем соль, муку и хорошенько перемешаем. Наполняем кондитерский мешок и выдавливаем одинаковые кругляшки. Выпекаем до румяного цвета. Даем остыть. Смажем их джемом либо нутеллой. Соединим попарно. Печенье макаем в шоколад. А также печенье можно кушать без оформления шоколадом. Торт «Дамские пальчики». Поставьте на огонь кастрюлю с маслом, налейте полстакана молока и 1 стакан воды. Посолите. Когда масло полностью растворится, убавьте огонь, всыпьте 1,5 стакана просеянной муки. Замесите 2 минуты однородное тесто. Мешать нужно очень быстро. Дайте тесту остыть. И по одному вводите яйца. Должна получиться гладкая однородная масса. Тесто должно быть не редким и не густым. Если густое тесто получилось, то добавьте белок еще одного яйца. С помощью кулинарного мешка с насадкой отсадите на противень полоски длиной 5-6 см. Выпекайте в разогретой духовке до румяности. Приготовьте крем. В миску выложите сметану, добавьте сахарную пудру и перемешайте. Остывшие пальчики обмакнуть в крем и выложить в блюдо в виде горки.
Поставить в холодильник на 12 часов. Готовый торт посыпать тертым шоколадом. По желанию оформляете. Вот и все. Приятного вам аппетита! Рулет к чаю. Отделяем белки от желтков. Белки взбиваем до пиков. В желток добавляем сахар и рисовую муку с разрыхлителем. Добавляем белки к массе желтками в 3 приема частями и аккуратно перемешиваем. Застелите противень пергаментом и вылейте тесто. Разровняйте лопаткой. Выпекайте в духовке 180 градусов до легкого румянца. Когда корж остынет, смажьте его джемом или вареньем. Заверните плотный рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник на 2 часа. Готовый рулет можно украсить растопленным шоколадом. Быстрый и легкий десерт готов. Приятного вам аппетита! Быстрый шоколадный торт. 200 граммов сливочного масла взбиваем с сахаром. Теперь готовим сухие ингредиенты. Берем 160 граммов муки, 2 чайные ложки разрыхлителя и 40 граммов какао. Хорошенько все перемешаем. Сначала добавляем 2 яйца и половину муки. Взбиваем. И еще 2 яйца и остаток муки. Хорошенько все перемешаем. Вот и все. Тесто готово. Теперь выливаем в форму, выравниваем. Печем в духовке 30-40 минут при температуре 180 градусов. Когда корж остынет, разрезаем на 3 части. Собираем торт. Наносим крем с боков и сверху. Оформляем по желанию. Вот и все. Быстрый, легкий, вкусный шоколадный торт. Проще простого. Приятного вам чаепития! Предлагаю вам сегодня приготовить тирамису. Очень воздушный, нежный итальянский десерт. Нам понадобится сыр маскарпоне, сливки, какао, сахарная пудра, кофе и готовое печенье савойярди. Или же можете приготовить его самим. В первую очередь варим крепкий кофе и оставляем его остужаться. Взбиваем сливки. Постепенно вводим в сливки сахарную пудру и взбиваем массу до пиков. Теперь вводим сыр маскарпоне. Сливочный крем готов. Для удобства можно переложить в кондитерский мешок. Теперь сборка десерта. Печенье савойярди окунаем в кофе. Будьте внимательны и не передержите его, а то десерт станет очень влажным. Сверху распределяем половину сливочного крема. Разровняем. Поверх крема выкладываем второй слой печенья. И красиво оформляем десерт. Убирайте тирамису в холодильник на 3 часа. Перед подачей присыпайте какао через сито. Вот и все, десерт готов. Если понравился рецепт, не забудьте подписаться на мой канал, ставьте лайк. Печенье савойярди. Отделите желтки от белков. Выложите белки и желтки в разные емкости. В белок добавляем 75 граммов сахара, взбиваем пышную пену. Точно так же в желток добавляем 75 граммов сахарной пудры, взбиваем, чтобы образовалась гладкая масса с белым оттенком. Соединяем белки и желтки, перемешивая массу до однородной текстуры. Всыпьте просеянную муку. Очень бережно перемешайте тесто. Выложите массу в кондитерский мешок. Выдавите из кондитерского мешка полоски длиной 5-10 см. Присыпьте полоски теста сахаром. Поставьте в духовку на 180 градусов до готовности. Легкий нежный десерт Павлова.
Взбивайте белок до образования пены. Добавляйте сахар по столовой ложке. Когда будет красиво блестеть, добавьте кукурузный крахмал. Дальше взбивайте до пиков. Выложите всю массу, придайте форму и сделайте углубление в центре. Выпекайте при 95 градусах, режим конвекции, но можно и вверх-вниз. Сушить около 2 часов. Выключаем духовку и дадим остыть внутри. Оформляем фруктами и ягодами. Вот и все. Легкий десерт готов. Брауни с шоколадным печеньем. Растопите сливочное масло, добавляйте шоколад. Взбивайте 3 яйца и 2 желтка. Добавляйте сахар в 2 приема. Выливаете шоколад. Добавляете 2 столовые ложки муки, 1 чайная ложка какао и немного соли. И аккуратно перемешиваете. Теперь добавляете печенье. Половину сейчас, половину потом, когда выльете тесто в форму. И отправляете в духовку при температуре 180 градусов на 25-30 минут. Остывшие печеньки разрезаете и посыпаете сахарной пудрой. Тонкие корзинки. Для этого рецепта нужно тесто фило. Оно очень тонкое. Обращаться с ним нужно осторожно. Быстро высыхает, поэтому нужно обильно смазывать сливочным маслом. Масло не даст тесту высохнуть на столе и не даст обгореть ему в духовке. Нарезаем тесто на квадратики, чтобы ими закрыть формы для кекса. Берем 1 лист, кладем 2, кладем сверху по диагонали звездочкой. Смазываем формы, кладем тесто. Точно так же делаем остальные. Ставим в духовку 180 градусов до золотистой корочки. Охлаждаем. А начинка может быть любой. Здесь у меня творожный сыр с сахарной пудрой. Заполняем корзинки, оформляем фруктами и ягодами и подаем к столу. Удивительные тонкие корзинки готовы. Простой песочный пирог к чаю. Вот все ингредиенты, которые нам понадобятся. Сливочное масло взбиваете с сахаром, пока масса не станет бледным и воздушным. Добавьте обычную муку, затем рисовую муку и немного соли. Перемешайте до однородной массы. Сформируйте комок. Затем вдавите его в форму диаметром 25 см со съемным дном. Чтобы было красиво, аккуратно сделайте края вот такими волнистыми. Разделите на 8 частей и проткните вилкой. Охлаждайте полчаса. Потом отправляйте в духовку на 35 минут при температуре 170 градусов. Когда будет готов, по желанию посыпьте сахаром и дайте остыть. Вот и все. Вкуснейший песочный пирог готов. Проще простого. А вы не забудьте подписаться на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Чизкейк с фруктами и ягодами. Приготовим простое песочное тесто и охлаждаем. Раскатываем тесто и кладем поверх формы. Убираем лишнее тесто.
Я беру деревянную ложку и вдавливаю, чтобы готовый пирог выглядел гораздо красивее. Протыкаем вилкой и печем при температуре 180 градусов до румяности. Теперь начинка. Сливки взбиваем. Добавляем сахарную пудру и творожный сыр. Взбиваем до однородной массы. Теперь выкладываем крем на основу. Оформляем по желанию. Вот и все. Самый легкий, простой, необычный десерт готов. Приятного вам аппетита! Печеньки макарунс. Берем 145 граммов миндальной муки, 125 граммов сахарной пудры. Это будет основой печенья. Теперь яйца. 40 граммов белка добавляем к муке и мешаем до состояния пасты. Красим тесто. Теперь вторая часть печенья. Опять же 40 граммов белка взбиваем 5 минут. Добавляем к белкам сахарный сироп. Здесь 110 граммов сахара и 2 столовые ложки воды. Взбиваем на большой скорости. Теперь части соединяем вместе. Наполняем кондитерский мешок. Можно с насадкой или без. Необходимо высадить на противень одинаковым диаметром. Потом берем противень и бросаем несколько раз. Оставим на 15 минут, чтобы сверху чуть подсохло, а потом в духовку на 20-25 минут при температуре 170 градусов. Духовку приоткрыть, внутри не должно быть слишком влажно. Когда печеньки остынет, делаем из них сэндвичи. Выдавливаем по капле крема, складываем и прижимаем. Ну вот и все, печеньки готовы. Если понравился рецепт, не забудьте подписаться на мой канал, ставьте лайки. Шоколадный мусс. Кладем в кастрюлю маршмеллоу, сливочное масло, шоколад и 4 столовые ложки горячей воды. Пусть все это плавится на медленном огне. Оставим остужаться. Сливки взбиваем в крепкую пену. Теперь смешаем все вместе. Оставляем охлаждаться. Заполняем бокалы. Добавляйте какое-нибудь украшение. Можно натереть белый шоколад. Десерт готов. Домашние конфеты. Быстро и просто. Орехи замочить, просушить на сковородке. Удалить из фиников косточки. Измельчить орехи в блендере. Добавляем какао, финики и еще раз измельчаем в блендере. Слепить конфеты и украсить орехами. Вкусные и полезные конфеты готовы. Быстрые рогалики. В рогалики можно завернуть любую начинку. Кусочки шоколада, вареную сгущенку, джем, творог и так далее. А мы сегодня приготовим с нутеллой и сахарной пудрой. Итак, сначала раскатать тесто, нарезать треугольниками. Смазываем отдельно с нутеллой, отдельно с сахаром. Сворачиваем. Покрываем взбитым яйцом и выпекаем в разогретой духовке 30-40 минут при температуре 180 градусов. Вот и все. Быстрые, легкие, вкусные рогалики готовы. Если понравился рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Шоколадные кексы с творожными шариками. Смешать 1 желток, творог, сахар по вкусу и муку. Слепить шарики и выложить формы для кексов.
А для заливки взбиваем 1 белок. Добавляем сахар по вкусу, 1 желток, какао, рисовую муку и 1 белок. Все хорошенько перемешиваем и заливаем шарики. Выпекать в разогретой духовке до румянца. По желанию можно украсить шоколадом и орешками. Наполеон – французское пирожное с начинкой на любой вкус. Раскатываем готовое слоеное тесто на столе, покрытой сахарной пудрой. Нарезаем одинаковые прямоугольники. Выкладываем на противень и обильно посыпаем сахарную пудру. И ставим в холодильник на 30 минут. Потом в духовку при температуре 200 градусов, пока тесто не подрумянится. Теперь крем. 2 белка взбиваем 5 минут. Добавляем сахарную пудру и взбиваем до пиков. Наполняем кондитерский мешок. И сделаем прослойки из крема и ягод по желанию. По желанию можно использовать любой другой крем и другие ягоды и фрукты. Вот и все. Наполеон – французское пирожное проще простого. Кексы тирамису. Сливочное масло взбиваем с сахаром. Добавляем 2 яйца и половину муки. Еще 2 яйца и остаток муки. Приготовим кофе. 2 столовые ложки кофе с 4 столовыми ложками горячей воды. Добавляем к тесту кофе и сыр рикотта. Все должно хорошо перемешаться. Теперь покрошим печеньки амаритти. Раскладываем тесто по формочкам. Отправляем в духовку. Приготовим сироп и крем. В маскарпоне добавляем сахарную пудру и печеньки амаритти. Остывшие кексы разрезаем пополам. Смазываем сиропом. Накладываем крем. Польем кофейным сиропом. Кексы готовы. Приятного вам аппетита! Пряничный домик. Прежде чем посмотреть это видео, не забудьте подписаться на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Итак, первым делом из картона нужно вырезать заготовки. Можно найти в интернете готовые шаблоны или придумать самим. Если желаете домик сделать крупного размера, тесто нужно подготовить в 2 раза больше, чем указано в рецепте, или же наоборот. Теперь приступаем к замесу теста. Размягченное масло смешиваем с сахаром и взбиваем с помощью миксера до образования мягкой и пышной массы. Вводим мед и снова взбиваем. В отдельной посуде смешиваем сухие ингредиенты: корицу, соду, какао и просеянную муку. Сухую массу добавляем к масляной, перемешиваем. Замешиваем тесто. Дозировку муки регулируем при замесе. Ее может потребоваться чуть больше или меньше. Тесто должно получиться не липнущим к рукам, мягким. Скатываем его в шар и минут на 20-30 отправляем в холодильник. На пергаментной бумаге раскатываем тонкий пласт. По шаблонам вырезаем части. Вырезаем фасад домика, 2 штуки.
Теперь крышу, тоже 2 штуки. И боковые стены 2 штуки. Вырезаем окна. Окна домика оформляем карамелью. Для этого измельчаем ее в мелкую крошку, выкладываем крошку в окошки. Выпекаем 10-15 минут при температуре 180 градусов. Варим сироп. Склеивать части дома будем с помощью этой карамели. Собираем домик. Быстро скрепляем между собой. Сначала боковую стену и фасад прикрепляем к основанию. В самую последнюю очередь крепим крышу. Охлажденный белок смешиваем с соком лимона, взбиваем до получения белой пены. Добавляем сахар, не переставая работать миксером. Глазурь перекладываем в кондитерский мешок и оформляем домик по желанию. Вот и все, праздничный домик готов. Печенье макарунс. Перемешиваем миндальную муку с просеянной сахарной пудрой. Теперь добавляем 40 граммов белка. Снова перемешиваем. Красим тесто. Сахар и воду соединим. Поставим на огонь. Варим сироп. Взбиваем 40 граммов белка в пышную пену. Когда сироп достигнет 120 градусов, будем выливать его во взбитые белки. Если нет термометра, готовьте сироп до пробы на мягкий шарик. Каплю сиропа нужно опустить в стакан холодной воды и скатать шарик. Если шарик скатывается, значит сироп готов. Выливаем сироп, не переставая работать миксером. Взбиваем до устойчивых пиков. Это примерно 6-10 минут. Соединяем части. Перемешиваем. Смешивайте, как получится. На результат эти действия не повлияют. Самое главное, чтобы меренга и миндальная масса хорошо соединились. Перекладываем тесто в кондитерский мешок. Можно с круглой насадкой или же без. И отсаживаем печеньки. Ничего страшного, если они не одинакового размера или чуть подгорели. Я пеку их не на продажу, а для домашних чаепитий. Чтобы вышел ненужный нам воздух, берем противень и несколько раз ударяем об стол. И оставляем на 15-20 минут, чтобы сверху чуть подсохло. А потом в духовку на 15-20 минут при температуре 160 градусов. Духовку приоткрыть, внутри не должно быть слишком влажно. Оставляем остужаться в форме. Потом находим половинки и делаем из них сэндвичи. Выдавливаем начинку и соединяем их попарно. Вот и все.
Пирожный макаронс готовый. Приятного чаепития! Шоколадный чизкейк без выпечки. А вы не забудьте подписаться на мой канал. Вот все ингредиенты, которые нам понадобятся. Сначала измельчайте печенье. Добавляем растопленное сливочное масло. Перемешиваем до однородной массы. Затем выливаем металлическую форму диаметром 24 см и ровно утрамбовываем. Сливочный сыр перемешаем с сахарной пудрой. Расплавляйте вместе темный и молочный шоколад. Дайте остыть. Для глазури отливайте немножко и оставляйте в сторонку. Растопленный шоколад добавляйте в сыр 3-4 приема частями. Перемешивайте до образования однородной по цвету смеси. Выливаем шоколадную смесь на основание. И слегка вдавливайте, чтобы заполнить все промежутки. Оставшуюся 1/4 часть от шоколада выливаем на слой сливочного сыра. Наклоняем, чтобы шоколад растекся равномерно. Расплавленным белым шоколадом рисуем по желанию. Форму с чизкейком ставим в холодильник на несколько часов. Снимаем боковую часть формы. Получается вот такой красивый чизкейк, который мы приготовили без выпечки. Если понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, а также не забудьте подписаться на мой канал. С вами приготовим пахлаву. Существует много вариантов пахлавы. Мне нравится в виде змейки, и я вам покажу, как их приготовить. А вы не забудьте подписаться на мой канал. Вот все ингредиенты, которые нам понадобятся. В первую очередь растопите сливочное масло. Затем сделайте сироп из одинаковых частей воды и сахара. Добавьте мед. Пусть кипит 5 минут. Теперь начинка. Измельчите орехи. Орехи можно взять любые, по желанию. У меня тут миндаль, фисташки и грецкие орехи. В орехи добавляйте сахар и корицу по вкусу. Нам нужно тесто фило. Оно очень тонкое. Обращаться с ним нужно осторожно. Быстро высыхает, поэтому нужно обильно смазывать сливочным маслом. Масло не даст тесту высохнуть на столе и не даст обгореть ему в духовке. Я делаю змейку из орехов и заворачиваю их в фило, а затем плотно его сворачиваю до самого конца. И повторяю снова и снова, пока не использую всю начинку и тесто.
Потом в духовку на 180 градусов до золотистого цвета. Поливаем сиропом. Оставляем, чтобы полностью впитался сироп. Можно посыпать орехами. Вот и все. Очень вкусная и сытная пахлава готова. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если понравился рецепт. Делитесь с друзьями, подпишитесь и, конечно же, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного. Сегодня мы с вами приготовим чипсы из теста фило. Из готового теста фило почти мгновенно приготовить чипсы. Быстрое и хрустящее угощение. А вы не забудьте подписаться на мой канал. Вот все ингредиенты, которые нам понадобятся. Расправляйте слой фило. Смазывайте растопленным сливочным маслом. Кладете сверху другой слой и его тоже смазываете маслом. Затем посыпьте сыр пармезан или сахарную пудру, если вы хотите сладкие чипсы. Режем на полоски или квадратики. Выкладывайте на противень. Печем при температуре 180 градусов до золотистой корочки. Вот и все. Быстрое и хрустящее угощение готово. Если понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте подписаться на мой канал. Сегодня мы с вами приготовим очень легкий, быстрый торт. Посмотрите видео до конца и не забудьте подписаться на мой канал. Вот все ингредиенты, которые нам понадобятся. Взбиваем коричневый сахар с маслом. Добавляем одно яйцо и ванильную пасту. Потом добавляем муку с разрыхлителем в 3 приема, чередуя с 3 яйцами. Хорошо все перемешиваем. Затем выливаем форму диаметром 18-20 см и выпекаем в разогретой духовке 30-35 минут при температуре 180 градусов. Как только корж остынет, разрезаем на 2 части. Убираем верх торта.
Теперь крем. В творожный сыр добавляем сахарную пудру. Перемешиваем. Собираем торт. Наносим крем по бокам и выравниваем. Готовый торт оформляете по желанию. У меня под рукой оказались мармеладки. Вкусный, легкий торт готов. Приятного аппетита! Если понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями и не забудьте подписаться на мой канал. До скорой встречи! Сегодня мы с вами приготовим вкусные слойки с яблоками. А вы не забудьте подписаться на мой канал. Вот все ингредиенты, которые нам понадобятся. Для начинки мы возьмем яблоки. Помойте, очистите и нарежьте кубиками. На сковородке растопите сливочное масло. Выложите на сковородку яблоки. Добавьте сахар. Имбирь и корицу. Все хорошо перемешайте. Тушите до мягкости яблок. Яблочную начинку остудите. Размороженное мягкое слоеное тесто раскатайте и нарежьте на прямоугольники одинакового размера. Выложите начинку. Накройте яблоки второй половиной теста. Края каждой слойки хорошо закрепляете. Красиво оформляйте края. Можно веревочкой. Каждое ушко заворачивается одно за другим в одну сторону. Или же можно с помощью вилки. Слойки выложите на противень, смажьте желтком. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке до румяной корочки. Готовые слойки можно присыпать сахарной пудрой. Вот и все. Слойки готовы. Приятного вам чаепития! Сегодня мы приготовим заварное тесто из равного количества воды и молока. Поставьте на огонь кастрюлю с водой и молоком. Добавьте масло. Посолите.
Когда масло полностью растворится, убавьте огонь, добавьте просеянную муку. Замесите однородное тесто. Мешать нужно очень быстро. Потом дайте тесту остыть. В горячем тесте яйца могут свернуться. Добавьте одно яйцо, хорошо перемешайте. Добавьте второе, перемешайте. Добавляйте таким образом все яйца. Яйца должны быть не холодными. Подержите их при комнатной температуре 2 часа. У вас должна получиться гладкая однородная масса. Тесто должно быть не редким и не густым. Я добавила 7 яиц. У меня получилось густое тесто. И я добавила белок еще одного яйца. Готовое тесто перекладывайте в кондитерский мешок с насадкой или же без. Потом оставляете тесто на 30 минут. И отсаживаете по желанию дамские пальчики, либо эклеры, круглые, большие или маленькие профитроли. Выпекаете в духовке 25-30 минут при температуре 180 градусов до золотистого цвета. Во время выпекания не открывайте духовку, заварные изделия опадут. Один из вариантов подачи мини-профитроли – это добавление сгущенного молока и тертого шоколада. Вот и десерт к чаю готов. Приятного аппетита!